I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим топовые басхедные наушники от новой компании Punch Audio стоимостью $329. И приходят они в средней по габаритам коробки с очень стильным и современным оформлением, где прям все кричит нам о том, что это наушники для реально безумных басхедов. И здесь на лицевой части имеется изображение самих наушников, указано название этой модели Martilla, и еще тут присутствует логотип компании. Ну а здесь уже указаны технические характеристики, и за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера диаметром 8 мм для воспроизведения низких частот, два арматурных излучателя от Knowles для средних частот, и завершает это дело планарный излучатель для воспроизведения высоких частот. Но чувствительность составляет 100 дБ, и они получили низкое сопротивление 9 Ом. Ну а теперь давайте-ка лучше рассмотрим комплектацию этих замечательных басхедных наушников более подробно. Наушники. Ну просто поистине шикарный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Две пары защитных сеточек для звуковода. И набор пенных и силиконовых амбушюр. Наушники довольно крупные, выполнены полностью из смолы и имеют очень приятное абстрактное оформление лицевой панели с красным оттенком, что смотрится реально хорошо. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом находится единственное отверстие для компенсации. И со своей функцией оно справляется хорошо, поэтому проблем с эффектом вакуума или драйвер флексом у этих наушников нет. Ну а также обратите, что здесь еще имеется надпись Punch Audio, а уже на внутренней части указана маркировка канала и присутствует серийный номер моего экземпляра. Ну а звуковод у этих наушников, как по мне, оптимальный по длине, он выполнен из металла и имеет диаметр 6 мм, а также получил бортик для более лучшей фиксации амбушюр и защищен металлической сеточкой. Ну а сидят эти наушники в ушах отлично, несмотря на свои довольно крупные габариты, и проблем с посадкой тут никаких нет. Да и звукоизоляция находится на отличном уровне. Ну а комплектный кабель у этих наушников ну прям то, что надо. Он максимально качественный, поистине аудиофильский и с модульной системой штекеров. Так что менять такое смысла точно нет. Да и амбушюры те, что силиконовые из комплекта, очень даже годные. И можно использовать их с этими наушниками без каких-либо проблем. Ну а приобрести трибридные наушники Punch Audio Martilla вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Ну а все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Punch Audio Martilla. И эти наушники имеют усиление низких частот на 15 дБ с очень плавным заходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь приходится ровно на 3 кГц и идет в паритете с моим таргетом. Поэтому для меня эти наушники точно не звучат как-то излишне энергично или утомительно в этой области. Да и высокие частоты тут очень даже хороши. Они продолжительные, не имеют там каких-то явных пиков или провалов, и лишь плавно затухают уже после 20 кГц, что является поистине отличным результатом. И как вы понимаете, друзья, вопросов к тюнингу этих наушников у меня абсолютно никаких нет, так как здесь все выполнено максимально грамотно, настолько, насколько это возможно вообще себе представить. Но вам, наверное, всем интересно, а как же эти наушники себя показывают уже в сравнении с еще одной басхедной моделью в лице Kiwi Ears Punch. Так вот, сейчас я, ребята, вам об этом как раз таки и расскажу. Но здесь, друзья, все очень интересно. И смотрите, что касается саббасовой части, то глядя на графики, кажется, что они идут примерно в паритете с друг другом. Но вот на мой слух саббас все равно по восприятию будет более глубокий именно у Martilla. И тут я уже полагаю, что зарешало то, что у них используется два динамических драйвера, тогда как у Kiwi Punch использовался всего один динамический драйвер. А если еще обратить внимание на мид-бас и нижнюю середину, то становится сразу понятно, что Kiwi Punch будут чуть поплотнее и пышнее отыгрывать эти диапазоны, тогда как у Martilla нижняя середина была чуть более свободна, так скажем, для максимального контроля низких частот, чтобы они вообще здесь не замутняли и не
трогали эту область, тогда как у Punch небольшой, но все же ощутимый заход в эту область был, что и подтверждается и на слух, и на графике. Да и в области верхней середины эти модели также отличаются по своей подаче звучания. И, например, если Punch звучат так прям супер гладко и более спокойно, с меньшим акцентированием вокала, то Martilla более явно выдвигает вокальные партии, сильнее выделяет все переходные процессы и еще сильнее подчеркивают малый барабан, что при сравнении уже очень ощутимо, хотя тональный баланс у этой модели в любом случае тоже склоняется к такой более нейтральной подаче, просто здесь они звучат более энергично, я бы даже сказал в какой-то степени дерзко, тогда как Kiwi Punch в своей подаче такие более спокойные, аккуратные и нейтральные, у них менее, так скажем, навязчивая и драйвовая подача в этой области, а вот на высоких частотах, несмотря на то, что у Kiwi Punch используются электростатические излучатели от Sanyon, а у Martilla лишь один планарный драйвер, то я бы точно вам не сказал, что Martilla уступает как в плане детализации и разрешения, так и общей прозрачности, и возможно даже иногда создается такое ощущение, что они еще и переигрывают панчи. Да, высокие частоты у Martilla из-за использования планара может и не такие деликатные, но в плане того, как они подчеркивают все микронюансы, дают отличную воздушность и показывают нам вот это прекрасное разделение всех звуков и дают сразу понять, что они могут как в аналитику, так и в технику, то тут, ребята, вопросов реально никаких не возникает. Да и какой-то явный планарный тембр я здесь вообще не услышал, что тоже не может не радовать. Ну, в общем, друзья, тут, думаю, все и так понятно. Теперь давайте лучше обсудим звучание наушников Punch Audio Martilla уже более подробно. Низкие частоты в наушниках Punch Audio Martilla — это настоящий удар по сознанию, и не зря в названии этих наушников фигурирует слово Martilla, что с испанского молот, и это модель для настоящих и самых преданных басхедов, и без каких-либо компромиссов. Низкие частоты у них не просто подчеркнуты, а они безумно массивные, очень глубокие и буквально выворачивают весь воздух из пространства вокруг. Ну а сабас в этих наушниках уходит очень далеко в самые нижние регистры, и вы не просто его слышите, а вы его реально чувствуете, как вибрация где-то внутри груди. Он мощный, упругий, но при этом удивительно контролируемый, то есть в своей подаче он не размытый, не гудящий, а очень собранный и структурный, и его общая прозрачность отлично сохраняется как на плотных электронных треках, так и на самых забитых кучей разных низкочастотных элементов миксах. А вот мидбас здесь прям буйный, атакующий, почти такой агрессивный, и он словно заполняет все пространство перед вами, резко вырывается вперед и создает мощную плотность и телесность инструментов. И это, так скажем, не просто подложка, а это как будто бы отдельная, активная и живая часть звучания, которая тянет на себя внимание, особенно уже в более динамичных треках. Но атака у баса быстрая, уверенная, и каждый удар очень точен и не теряется ни в скорости, ни в своем вот этом мощном басхедном напоре. Ну а затухание получилось довольно продолжительным, но не расплывчатым. Оно аккуратное и как будто бы такое даже музыкальное. То есть бас тут не отпускает, так скажем, вас сразу, а словно докатывается такой мощной волной, добавляя большего объема звуковой сцене. Ну а, например, кик — это отдельная тема. Он всегда плотный, четкий и быстрый и отрабатывает словно моментально, создавая ощущение настоящего энергичного драйва. И он отлично проявляется как в агрессивном роке, так и в современных электронных направлениях. И, конечно же, в хип-хопе. И во всех жанрах отлично ощущается как его вес, так и вся жесткость этого удара. И несмотря на всю вот эту басовую мощь в этих наушниках, в нижнем диапазоне нету эффекта каши или мыльности, что тоже, друзья, очень важно. И вы хорошо ощущаете как текстуру, так и слоистость, и можете без проблем различить разные ударные синтезаторы. И это именно тот редкий случай, когда бас и одновременно и весомый, и музыкально интересный, и вполне технически грамотный. И в итоге Punch Audio Martilla — это наушники, которые действительно могут и с радостью захлестнут вас мощной волной баса, но делают это они с умом и со вкусом. И если вы ищете настоящий, тот самый басхедный драйв с отличной проработкой, контролем и текстурой, то здесь, друзья, вы точно найдете то, что, возможно, так давно искали. Ну а средние частоты в Punch Audio Martilla очень приятно удивляют, несмотря на всю басовую мощь в этих наушниках. И середина здесь точно не провалена и не отодвинута куда-то там на задний план, как это часто бывает уже в откровенно басхедных моделях. И вот здесь, ребята, как раз таки наоборот. Она звучит довольно энергично, с плотным телом, дерзостью и характерным драйвом, что особенно заметно в вокале, гитарах и живых инструментах. А общее звучание здесь получилось максимально взрослым, естественным, теплым и
слегка нейтральным, с легким аналоговым оттенком. Вокалы звучат наполненно и уверенно, в голосе чувствуется как фактура, так и дыхание и даже мелкие интонации. Но при этом все подается без излишней какой-то утомительной агрессии. И даже при очень высокой громкости не возникает ощущения неприятного перегруза или напряжения. То есть комфортность звучания здесь отлично сохранена. И мне нравится, что середина здесь получилась прям такая плотная и цельная, с отличной прозрачностью, хорошей воздушностью, благодаря чему вы можете по-прежнему легко различать партии инструментов, даже если они были расположены где-то близко друг к другу в миксе. Гитары звучат очень жирно и напористо, а синтезаторы прям насыщенно и мощно, но ударные прям с очень такой выраженной телесностью и подчеркнутыми транзиентами. Да и атака на средних частотах прям реально быстрая, но без излишней какой-то резкости. И это дает вам такое прекрасное ощущение энергии и всей живости композиции, но при этом не утомляет вас в длительном прослушивании. То есть эти наушники реально хорошо передают как динамику, так и общий характер записи, но не перегибают палку, так как это не тот случай, когда середина, так скажем, начинает вываливаться слишком сильно вперед и резать ваш слух. И в целом, друзья, средние частоты в Punch Audio Martilla это такой дерзкий, напористый, но максимально контролируемый диапазон, который отлично сбалансирован между драйвом и комфортом. И именно благодаря такой подаче эти наушники не просто про один бас, а про полноценное и музыкально насыщенное звучание. Но высокие частоты в Punch Audio Martilla это не что-то, так скажем, второстепенное, а максимально продуманный и важный элемент звучания, который аккуратно завершает общую подачу звучания этих наушников. И баланс, как по мне, здесь выдержан ну просто идеально. Высокие частоты тут не яркие, не слишком темные и при этом не уводят звук в какой-то лишний холод или сухость. Это, ребята, именно тот уровень присутствия, при котором все звучит ясно и открыто, но без какой-либо резкости и утомления. Они помогают звуку оставаться собранным и цельным, добавляя как бы такой финальный штрих, который делает подачу этих наушников максимально законченной и по-настоящему выверенной. И что сразу бросается в уши, это отличная чистота и общая прозрачность. Верхний диапазон здесь реально очень детальный, но при этом не был излишне усилен, так как здесь нету вот той резкой или излишне блестящей подачи, которая может утомлять, как, например, уже в более ярких и реально светлых моделях. И здесь в этом плане все очень точно и грамотно дозировано. И при этом мне нравится, что высокие частоты здесь не приглушены и не замылены. Они не темные, не срезанные, не спрятаны где-то там за басом или серединой. Конечно, они не так явно уже выделяются на общем фоне, как бас, но лично я их слышу отчетливо. Особенно в тарелках, тех же перкуссии и вокальных послезвучиях, где каждый оттенок без проблем читается. И все без проблем доносится до вашего слуха. То есть нету такого, что здесь эти наушники что-то от нас прячут. Да, конечно, они, может, не так более явно выделяют все вот эти нюансы, но тем не менее аналитика и техничность тут реально хороша. И при этом все звучит очень ровно, я бы даже сказал интеллигентно, без какого-либо там излишнего свечения или искусственно добавленного блеска. То есть звучание здесь находится вот прям где-то ровно посередине, на той самой тонкой грани, где техническая проработка прекрасно сочетается с музыкальностью, а комфортность не исключает присутствие мелких микронюансов. И в итоге высокие частоты в Punch Audio Martilla это зрелый и максимально взрослый верх, в котором нету какой-либо добавленной яркости, нету темноты, но есть все, что нужно настоящему ценителю. Чистота, разрешение, воздушность и, главное, идеальное чувство меры. И именно благодаря такой подаче эти наушники не просто про мощный текстурный бас с пышной драйвовой серединкой, а про взвешенное и по-настоящему аудиофильское законченное звучание, где каждый диапазон играет свою важную роль. Но звуковая сцена в Punch Audio Martilla сразу дает нам почувствовать хорошее ощущение простора и свободы. Звук не воспринимается каким-то зажатым или сосредоточенным только внутри головы, а наоборот, он разворачивается широко, легко и выходя за пределы вашего физического восприятия. И ширина сцены в этих наушниках прям впечатляющая. Все звуки уверенно распределяются по панораме от крайнего левого до крайнего правого края и при этом не теряют свой фокус. Инструменты не сваливаются в кучу, не цепляются, так скажем, друг за друга, и между ними ощущается и воздух, и дистанция, благодаря чему все композиции звучат очень структурированно и очень аккуратно, причем даже в каких-то супер насыщенных аранжировках. Но подождите, ребята, глубина сцены здесь выражена не менее убедительно и очень четко прослеживается как передний план, так и средний и даже дальний, и слух легко улавливает вот эту небольшую разницу между вокалом на ближнем плане и эффектами реверберации, уходящими
мы уже далеко назад. И это создает такое очень реалистичное ощущение объема, когда сцена не просто широкая, но и трехмерная и с хорошо читаемой перспективой. Но, конечно, особое внимание заслуживает прорисовка планов, так как Мартилла удается очень точно разделять все уровни громкости и пространства. И, например, гитара звучит чуть ближе, ударные чуть дальше, а синт или реверберация уходят уже на задний план. И все это без потерь в разборчивости. И это будет особенно выражено при прослушивании различной какой-то многослойной музыки, где важно не только достоверное качество каждого инструмента, но и его точное размещение в звуковой сцене. И в целом, ребята, звуковая сцена в Punch Audio Martilla одна из тех, что действительно раскрывает музыку по-новому. Она просторная, воздушная и объемная, с отличной глубиной и шириной. Все звучит свободно и открыто, без какого-то малейшего намека на зажатость, с прекрасной локализацией и расстановкой всех инструментов, где каждый элемент занимает свое место и не мешает другим. И именно такое ощущение пространства делает прослушивание не просто приятным, а по-настоящему захватывающим и более погружающим в музыкальный материал. Но вывод у меня получился таков: Punch Audio Martilla — это настоящая находка для тех, кто жаждет мощного, увесистого и текстурного баса, но при этом не готов жертвовать качеством середины и частотой высоких частот. И это не просто басхедная пушка, а максимально продуманные трибриды со своим особенным характером и балансом в звучании. И они умеют не только вкачать саббас до мурашек, но и сохранить драйвовую, пышную, насыщенную середину и выдать очень техничные, детальные, но комфортные высокие частоты, без излишней какой-то добавленной яркости. И если вам сейчас нужны наушники, которые звучат с напором, глубиной и эмоцией, но при этом не скатываются в какой-то гул или грязь, то Мартилла определенно стоит вашего внимания. И это один из тех редких случаев, когда наушники для басхедов звучат не только мощно, но и очень зрело. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!